Dear colleagues and partners, on behalf of the United Nations Development Programme in the Kyrgyz Republic, I'm delighted to welcome you all to the conference Wing Sunflower Intervention Experience to share the outcomes of the project intervention model on prevention of gender-based violence in crisis centers. Дорогие коллеги и партнеры, от имени программы ПРООН в Кыргызской Республике, я сегодня имею честь поприветствовать вас на нашей конференции по внедрению опыта в реализации вмешательств Wing Sunflower для того, чтобы поделиться общими результатами в реализации данного вмешательства по предупреждению гендерного насилия на базе кризисных центров. And I'm honored to have a number of important partners online for this event, and I'd like to thank all of them for being with us today, particularly the Deputy Minister of Labour and Social Development, Mr. Aliza Soltanbekova, the UNDP Seoul Policy Centre representatives, Mrs. Ajung Lee, and the policy specialist Sunjung Yang, and representatives from GBV authorised straight partners, law enforcement, research, academia, and the donor community and civil society. Для меня сегодня большая честь участвовать на данном мероприятии, где участвует большое количество очень важных партнеров в нашем сегодняшнем формате онлайн. И я хотела бы поблагодарить сердечно всех вас за вашу возможность присоединиться к нам сегодня. Особенно хотелось бы выразить свою признательность Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики, госпоже Ализе Солтанбековой, также представителям из Центра анализа политик в Сеуле при ПРООН, госпоже Аджунг Ли, который является специалистом по политическим вопросам, госпоже Соньян Янг, аналитику по политическим вопросам, а также всем представителям всех правительственных, государственных организаций, борющихся с насилием, с гендерным насилием, и представителей правоохранительных органов, исследовательских институтов, академических кругов, донорское сообщество и гражданское общество. Unfortunately, the COVID-19 pandemic has intensified domestic and gender-based violence globally. And the new COVID statistics on the situation in Kyrgyzstan reinforce this trend. Как мы все знаем, к сожалению, происходящая на сегодня пандемия COVID-19, она усилила рост случаев домашнего насилия, гендерного насилия. Это происходит в глобальных масштабах. И сегодня та статистика, которую мы получаем на фоне развития пандемии, она указывает на то, что ситуация с гендерным насилием, она требует от нас более срочных действий и вмешательств в сфере борьбы с гендерным насилием, и в частности в Кыргызстане. 2,319 domestic violence cases were registered between January and March, a 65% increase over last year, and 95% of the victims were women between the ages of 25 and 50. Amongst those, 4 women lost their lives. Наша статистика по Кыргызстану показывает, что 2319 случаев домашнего насилия было зарегистрировано. Это по данным Министерства внутренних дел за период январь-март 2020 года. То есть это показывает, что на 65% выросли такие случаи, если сравнивать это с этим же периодом январь-март прошлого года. И на 95% увеличилось количество жертв среди женщин в возрасте от 21 до 50 лет, из которых 4 женщины потеряли жизнь. And unfortunately, the pandemic has further exposed and exacerbated the prior situation of GBV in the country. According to survey data, 25% of married women between the ages of 15 and 49 experienced physical and/or sexual abuse. 77% have been physically abused during pregnancy. 12% married before the age of 18, which is the legal age of marriage, and 20% of marriages are forcibly accompanied as a result of forced abduction. Last year, approximately 12,000 police visits related to family violence cases and resulted in 7,000 protection orders
and over 95% of victims are women. К сожалению, происходящая пандемия, она ухудшает ситуацию, связанную с такой статистикой гендерного насилия в нашей стране в соответствии с теми данными, которые мы получаем по результатам опросов. Мы видим, что 25% замужних женщин в возрасте от 15 до 49 лет, они подвергаются либо физическому, либо сексуальному насилию. 7% женщин были подвержены насилию в течение своей беременности. Около 12% женщин, которые вышли замуж до 18 лет, это тот возраст, в котором по законодательству разрешено вступать в брак. В целом 20% таких случаев замужества — это вынужденные, так скажем, насильственные меры, да, то есть в результате принуждения их к замужеству. И за последний год приблизительно 12 тысяч вызовов было сделано нашими правоохранительными сотрудниками в рамках реагирования на такие случаи насилия. И таким образом было выписано 7114 ордеров на защиту. И более 95% из числа этих жертв оказываются женщины. Kyrgyzstan's law on safeguarding and protection against domestic violence was adopted in 2017. And since then, I'm proud to say that UNDP and other partners have been working closely with the authorized state bodies to support its effective implementation. Законодательство Кыргызской Республики по охране и защите от домашнего насилия было принято в 2017 году. Я сегодня с гордостью также могу сказать о том, что с тех пор ПРООН работает в очень тесном сотрудничестве со всеми уполномоченными государственными органами для того, чтобы обеспечить эффективное исполнение данного законодательства. Today's event highlights work being undertaken with the Development Solutions Partnership on addressing gender-based violence, supported by the UNDP Seoul Policy Center and the Ministry of Labour and Social Development. And it helps show that change is possible. Сегодняшняя работа, она проводится в рамках партнерства, которое направлено на выработку решений в борьбе с гендерным насилием. Это в рамках проекта отчасти проводится при поддержке Центра анализа государственной политики в Сеуле при ПРООН с участием Министерства труда и социальной защиты. И сегодняшнее мероприятие, она подчеркивает, насколько такие разработки для нас важны. Preventing and addressing domestic violence protects fundamental rights and plays a key role in achieving the State National Action Plan on Achieving Gender Equity and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Работа, которую мы проводим в рамках профилактики гендерного насилия, в рамках реагирования на домашнее насилие, она направлена на то, чтобы защищать фундаментальные права. И она играет очень важную роль в достижении и реализации мероприятий национального плана действий и также достижением гендерного равенства и реализация повестки цели устойчивого развития до 2030 года. So we hope that today's event will further inspire replication of global good practices and will be continued in other initiatives in Kyrgyzstan, like the Spotlight initiatives, and by other participants at regional and the international level. Мы очень надеемся, что сегодняшнее мероприятие станет моментом вдохновения для дальнейшего расширения таких глобальных передовых практик. И мы надеемся, что это будет продолжаться и в рамках других инициатив, таких как инициатива Spotlight, и будет данный процесс расширения происходить с участием всех заинтересованных сторон, как на региональном, так и на международном уровне. So I'd like to end by wishing you all a very safe and productive dialogue, and to thank you and the organizers for your kind attention. И в завершение я хотела бы пожелать нам всем
такого очень комфортного, очень продуктивного диалога. И хотела бы поблагодарить всех вас за ваше внимание и отдельная благодарность организаторам.